Смотрите, куда нас сегодня с Ладой занесло. Мы приехали в город, который называется Мецинген, и хотели попасть в аутлет, то есть в торговые центры, где можно купить каких-нибудь интересных вещей, потому что уже давно идет зима, а мы еще не прикупили ничего зимнего, у Лады даже нет нормальной шапочки зимней. И вот мы узнали, что в Германии, в городе Мецинген, есть огромный аутлет-сити, то есть здесь куча магазинов, стоковых магазинов, в которых продаются брендовые вещи. Я не уверена, что нам по карману эти вещи. Я подозреваю, что мы просто походим и посмотрим, и вам покажем. И эти стоковые вещи по большим скидкам. Да, Так что мы, в принципе, можем и купить что-нибудь. А городок этот небольшой, и в нем живет 22 тысячи жителей. И похож он на наш Гайслинген чем-то. Он даже мельче получается. В нем есть такая вот старинная церковь. Мы пришли прямо в центр. Есть такие уютные улочки, как обычно. Мы когда сюда шли, увидели женщину и спросили у нее, как попасть в центр и посмотреть фахверковые домики. Она говорит: вам такое интересно? Вам что такое интересно? Я думаю, вы приехали сюда из-за Outlet City. Мы говорим, Outlet City это хорошо, но сначала давайте в центр. Она говорит, ну тогда идите туда, а потом налево. В общем, очень удивилась. А знаете, этот городок действительно очень похож на наш Гайслинген. Он находится в окружении гор, и все тех же гор, которые называются Швабский Альп. Вон на горизонте виднеется такая же гора, похожая на такую же, как у нас из окна видна. Хотя мы находимся сейчас за 50 километров от своего города. Ехали мы 1,5 часа сюда по железной дороге через город Плёхинген с одной пересадкой. И, в общем-то, по немецким меркам это недалеко. Достаточно комфортно на поезде передвигаться. Сейчас декабрь месяц, и фиалки. Они живые, да? Да. Просто не было мороза еще такого сильного. А вот смотри, написано Outlet City. Наверное, он здесь и начинается. Мы с Ладой сразу свернулись чуть-чуть не туда, как обычно. Оказывается, недалеко от церкви уже начинаются вот первые магазины здесь. Не знаю, насколько это брендовые, там прям Но навалом это вещи. Это все спортивное. Спортивные, да? Да. Пойдем дальше. Неподходящие. Да. На той стороне тоже магазинчики. То есть, по сути дела, тут целый городок такой магазинов. Видишь, люди выходят с покупками. Как называется этот Adidas, вон там на здании написано. Вот при входе в магазин Adidas стоит такой манекен, весь одетый. И здесь прям написано все цены на эту одежду, которая на нем одета. Ну вот курточка такая 80 евро, костюм 52, спортивный 52 евро. Вот Хороший этот черный, костюмчик, да. Кроссовки 75, шапочка 12 и сумочка 14. Adidas. 14. Вот так вот. Мы с Ладой посчитали вместе, это получается 233 евро вот за такой прикид, который на этом манекене стоит. И все это написано по скидке от 30 до 33%. Висят футболочки фирменные, написано Ну, это Adidas. детские, не детские. Что такая мужская футболка с большим цветочком, но цену надо найти. А ну, 24 евро. 24 евро за такую футболку. Кстати, ничего, более-менее. ничего такая цена, кстати, Да, тоже было написано да. 31% Да, да. скидки. Давай еще какие-нибудь интересные вещи, не знаю, ну, такие розовые штаны интересны кому-нибудь? 52 евро. 52 евро женские. Ну, адидасовские, да, маечка. И тоже 28, скидка. вот такая 28, черненькая. Мне такая больше нравится. Ну, интересно. Да, мне такая более стильная. Вот тоже манекен. Вот это вот, кстати, манекен с такими штанами, как я сейчас смотрел, с розовыми за 52 евро. Сумочка, на ней тут не написано. Тут, к сожалению, нету этой
подставочки с ценой. Даже полотенце есть Adidas. Так. Вот ветровочки висят. 46 евро. 46. Да. Вот Что такие интересно? вот 40 евро, вот такие вот. За 40 евро без рукавку можно купить Adidas. Вот написано по 60 евро вот такие курточки, как на том манекене Ну, для висят. подростков. Отлично, классно. да. И обувь, смотри. Adidas же славится кроссовками своими. 84 евро. Тоже 84 евро. 45 евро за такие детские кроссовочки. Это или детские, или женские, небольшой размер. Вот тоже по 45 евро кроссовки. Hier ganz nach vorne geht und Klamotten. Und die hier 50 евро. ganz normal. 41 евро. А вот такой Бэтмен сидит, смотрите. Это мы зашли на второй этаж, в мужской отдел. Здесь уже должны быть такие нормальные размеры одежды. Поищем цены. Вот спортивные штаны. Почем? Не видно? 80 евро такая. Ох, это огромная какая-то Вот футболка. такая вот футболка, вот такая, 80 евро. Ну это дорого, да? Да. Ну это какие-то вообще для спортсменов-футболистов. 16 евро стоит вот такая фирменная кепка Adidas. Теплая. Зимой можно носить, но ушек нету. Ушек нету, к сожалению. О, белая красивая курточка. 56 евро. 56. Ну, цена прекрасная для Adidas. 56 евро это для куртки недорого. Вот такая мастерка. 63 евро. Мы нашли тут полку с классическими моделями кроссовок Adidas. Смотрите, черные такие вот. 42 евро. Трепчаные, ну, такие себе. Эти тоже 42 евро. Вот такие кедами 52 евро стоят. Вот тоже кедики такие. Такая же цена 52 евро. Черные стоят 45. Хорошая цена. Вообще недорого. можно сказать. Недорого. Но и модели какие-то странные. А вот это замшевые, 52 евро. Неплохо, кстати, да, для Adidas. То есть за такие цены я не видел кроссовок Adidas в других магазинах. Мы в Штутгарте заходили, там было по 100 с чем-то евро. Это кожаные, 56 евро, большой размер. Вот кожаные, 56 евро. Так что, кто ищет кроссовки и кто любитель Adidas, можете приезжать сюда. Здесь выбор достаточно большой. Видите, здесь можно ходить по рядам и рассматривать вполне себе такие приличные есть кроссовочки. Ну все, стоит идти, наверное, в другие магазины. Не на Адидасе только зацикливаться. Держится мир, да? А ты говорила, здесь можно посмотреть цену где-то. Да, где-то здесь на коробке. 67 идет. 67 евро, да? Тоже Ну, мне нравится. Отличные, отличные такие. Ну, как, это же дело вкуса. Ух ты, снизу какие-то присоски у них. Ну, я Возможно, не знаю, это действительно подцвет. ли они качественные. Мы привыкли, что обычно подделки, да еще за такую цену. Немножко так стрёмно. Я думаю, это натурально, это здесь не станут обманывать. Да? Это же все-таки Германия. уважающие себя магазины. Они тут создали такую репутацию, что настоящие бренды. Можно доверять. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I... Дальше смотрите, магазин Columbia. Это куртки. Давай заглянем на секунду, хотя бы цены разведаем. Посмотри, какая модель тебе нравится, и мы на нее посмотрим. 114. 114 евро, да? Да. Ну смотри, мы с тобой себе покупали куртки, мы не нашли дешевле 80 евро нормальных курток, да? 160. Это очень дорого, Да. конечно. Я думаю, это подороже будет, чем Adidas. Вот скидки Ну, вот такая написаны. симпатичная. Это безрукавка. Безрукавка, 62 евро. Такая. Ну, она очень тоненькая сейчас, конечно, поэтому дешевле стоит.
Ладно. Проехали. Колумбия, получается, не дешевая. Колумбия. 190 евро. Вот такая теплая куртка. А вот красивая куртка. Вот здесь, посмотри, сколько стоит. Да, я уже посмотрела. Тебе тоже понравилось, да? 139. 139. Ну, она тоненькая. Тоненькая. Ну, для Германии, я думаю, может, ничего. Все, Не пойдем холодно. смотреть другие магазины. Праздничная такая площадь вечерняя. Уже солнце на закате. Зимой очень быстро кончается день. Не успеешь куда-нибудь приехать, а уже все, финиш. О, тут новогодняя улица такая с Дедом Морозом. Давай И- пройдемся, посмотрим. смотри. По улице, да? Пока Да, солнце не пока село. не стемнело. И сразу покажем, смотрите, здесь же есть магазин Puma. Тоже обувь, одежда. Шикарно. Так, Puma это у нас славится и своей обувью, и своей одеждой. Смотрите, они тут прицепили свои кроссовки, чтобы не стырили. Но цену не написали здесь. Сколько стоят такие штанишки? 59, 60 евро. 60 евро, да? Симпатичные, да? Ну да, теплые Штанишки. спортивные. Давай курточки, вот. Посмотри, пожалуйста, сколько стоит. Я издалека буду показывать, и ты цену назови. Найди. 98 евро. 100 евро 98. такие курточки. Ладно, ты смотрела на эту, на другую. Или ты думаешь, они одинаковые? Я думаю, одинаковые. Ну, здесь нету просто. Ну, раз оно в одном ряду висит, я так думаю, Короче, 100 евро вот за такие курточки. Puma. 68. С большой надписью на рукаве. Давай еще Это обувь. тоже 100. Мгм. Шапочки почем? Шапочки. Ну, такие прикольные шапочки. 17 евро. 17. Да. Ну, плюс-минус. В Адидасе было 12, да, Да. здесь 17. Давай обувь посмотрим. Обувь, это важно. Смотри, какие-то женские кроссовочки, черные и красные. Красные, смотри, какие Красивые, симпатичные, да, да? да. Это может быть и не женские, Вот они подростковые. стоят 35 евро. 35 евро. Ничего себе, это вообще дешевка, да? Да? Удивительно. Вот такие симпатичные. Сколько стоят? Да, с ценами у них Давай тут трудно. с них. Так, здесь вот на коробке написано 30 евро за 30 такие евро. зеленые кроссовочки Puma. И эти тоже 30 евро. Это мужские большие кроссовки. В коробках разные размеры. Эти по 60 евро. 70 евро. Тоже 60. симпатичные. Зимние, смотри, какие, да? 70. Ну, крутяк, это практически ботинки. Да. Ну все, пойдем дальше, на площадь. Магазинчик небольшой, хотя там, по-моему, есть второй этаж еще. Сразу напротив магазин Nike. Но мы чуть позже зайдем. Давайте пройдем по площади. Видите этот значок красный на здании? Это Nike. Nike. Ну, Прям все фирмы. действительно тут много всяких брендов. И недорого. И в принципе, да. Недорого. Мы, кстати, у себя в городе ходили, и мы курточки дешевле не находили. И они были никакие, честно говоря, да? Да, симпатичные, хорошие, Брюки и недорогие. обувь тоже у нас по таким же ценам, по 50 евро и выше. И они никакие. А здесь выбор огромный просто. Посмотрите. Мамут. Тоже одежда, какие-то куртки. Почему мы раньше сюда не приезжали с тобой? А нам в комментариях писали. Приезжайте, да? Смотри, какие фигуры. Entschuldigung, probieren. Ah, Parfüm. diese Parfüm. Парфюм? Oh, gut. Italienische. Угу. Итальянцы? Italienisch. Гуд. Okay, danke. Угу. Was kostet Dankeschön. diese Parfüm? 55 Angebot jetzt. Ага. Ah, Ein bisschen teuer. Danke. Wir danken. Danke. Schönen Dankeschön. Tag. 55 евро стоит за итальянский парфюм. Хороший запах, как тебе? Ну так, сладкий для меня. Да? Хороший, но Смотри, не тут мой запах. прямо на улице продаются какая-то обувь. Такое ощущение, что это
Я думал, это секонд-хенд. Нет, это новое. 64, 120, и даже дороже, чем... Дороже, да. Ничего Это себе. вообще какой-то эксклюзив. Ну да. Для того, чтобы разбираться во всех этих брендах, нужно регулярно ходить, покупать эти дорогие вещи, пробовать. Интересоваться, смотреть, искать. Ну хотя бы да, хотя бы интересоваться. Ну а если ты купил, поносил, ты тогда уже только точно понимаешь. Это как, знаешь, как с машинами. Мне мой инструктор по вождению говорит, не рассказывай мне ничего про другие машины, потому что ты можешь судить о машине только, когда ты на ней поездил. За 129 евро. 129. Да. Это из чего сделано? Шубки. Это искусственно. Искусственный мех, да? Да. А вот красивенькая какая, смотри. Слушай, тут действительно вот как бы Да. ходишь и кажется, это бы тоже купил. Посмотри, Да, сколько она стоит. неплохая. Такое. Может мне такого купить? Это как пальтишко, да? Ну да. Слушай, я бы тебе такое Прикольно, советовал да? померить, да? Смотри. И оно с капюшончиком. Ну, давай сначала цену смотрим. Опасно ходить. 89 евро. Ну, и не такая страшная цена. Твое это пальто стоило 80 евро, да? А это наряднее. Ну, она у меня большая. Большая будет. Я вижу, да. Даже не померяешь? Не знаю. Померяй, пойди. Ну, давай. Das ist so Poncho. А, пончо. Ja, пончо. Ja. Das ist so ein bisschen größer, Ich ne? verstehe, ja. Für Sie? Nein. Für mich. Das wird zu groß sein. Das Ah. ist Ja, groß. ja. Das ist wunderschön, aber groß. Ich habe gesagt, Sehr ja. Poncho. Ja. Da habe ich da Entschuldigung. viele kleinere Ja, Sachen. wir sehen. Schauen Sie. Не, wir sehen. Такая мне не будет подходить сюда. Пасть? Пасть? Ja, passt gut. Probieren Sie. Кстати, очень-очень идет тебе, да? Ja? Und warm. Warm. Ja, ja. Was kostet? 24,99. 24. А, nicht teuer. Ja. Kaufen. Кауфман, да. Das ist perfekt, wenn Sie Окей. Так я і пойду в этой шапочке. Вот так вот это все и происходит. Ладно, сходу нашла Я себе не знаю, шапочку. хорошо или плохо, но вообще. Хорошо, очень хорошо. Мне нравится, честно. Это говоря. смешно, наверное, да? Нет, ну ты просто знаешь, как любой человек к себе привыкает к своему образу не сразу. Какая-то детская шапочка с боном. Ну, я видела, ходят. Ну давай, боком Взрослые- поверни, сейчас взрослые женщины ходят. зрители скажут. Друзья, пишите, как вам эта Опять будут шапочка. писать, что я под подростка кашу. Ну так а что плохого в том, что ты хочешь выглядеть моложе? Это же отлично. Может тебе платочек тогда купить? Ну да. В таком случае надо покупать платочек, И фуфайку, и Да. все по-нормальному ходить. Знаешь, Как как- положено, по возрасту. моя бабушка ходила в плюшевом таком манто. Знаете, черное плюшевое манто модно было почему-то у бабушек. Это еще в советские времена, в 80-е годы, когда я ее помню. Может, Ладя такое? Ну, раз уж говорят, косишь под подростка. Одну цель мы уже решили, мы приехали сюда из-за шапочки, а вторая цель у нас как бы кофточка. Но смотри, мне кажется, Да, там я уже хочу еще кофточку. заканчивается этот Виталий Иванович. магазины, но давай одним глазом взглянем. Ну такой, смотри, центр хороший, да? Центр прикольный. По-моему, это одна из центральных площадей. Мы здесь с тобой еще не были. Поскольку мы не только магазины хотим показывать своим зрителям, хотим показать красоту Германии, вот ее уютные улочки. Смотрите, как интересно здесь совершать покупки. Ты одновременно получаешь эстетическое наслаждение от того, что прогуливаешься по старинному городу. И тут же можешь зайти в магазин. Причем, смотри, эти магазины современные, они так хорошо вписаны в соседство с этим всем старинным. Просто очаровательно. Вот какой-то старый дом, называется кафе Беккермейер. А тут булочная, Ой, какой можно купить красивый что-то. домик. Где? Вот. А, И с елочкой, смотри. это скорее всего... Колокольня. Это церковь? Нет, Нет, это я не думаю, это церковь. скорее всего Ратхаус. мэрия, да, Ратхаус их фонтанчик, как обычно. Ну, у них все в одном стиле. Я уже привык к этим фонтанам. Ну, они все разные, но похожие. Тут вечером, скорее всего, подсветка,
красивая. Когда потухнет солнце, когда солнце выключат, то включатся вот эти вот фонари. Innenstadt. Я, гуд. Духастрехт. Ja. На я. Смотри, идет женщина с такой же шапочкой, покажи, как у меня. Женщина идет с коляской. С ролятором. Это точно не подросток. Тебе надо еще Ну, ролятор. коляску у меня ролятор не надо. Знаешь, Лада, мне кажется, что мы с тобой еще в основной аутлет и не зашли. В смысле, Это сам что? городок, А уже да. купили шапку. Вот здесь только все начинается. Вот эти вот здания впереди, это все тоже магазинчики. Мгм. А можно судить о магазине по количеству в нем посетителей? Наверное, да. Друзья, если найдем что-нибудь, вам покажем. Если нет, то не покажем. Может зайти в Левис еще? Давай в Левис. Знакомый какой-то бренд, да. Когда-то мы любили джинсы. Левис пользовались очень большой популярностью. 2 этажа. 90 евро. какая-то. Но она очень тоненькая, Она да? очень 90 евро. тоненькая. А джинсы? Вот джинсы Левис, смотри. Ну вот они. Die breitesten Hosen, was wir haben. Джинсы там стоили сколько, Лад? От 41 евро до 70-80 евро. Ну там в основном худи всякие, кофточки и В джинсы. общем-то, цены ничем не выше, чем, допустим, в Adidas. Немножко, может быть, выше. То мы зашли в магазин, где есть ботинки. Вот эти ботинки стоят 140 евро. Кожаные такие твердые. Эти 120 евро, тряпчаные. А вот есть кожаные куртки. Смотрите, вот эта вот оранжевая куртка, она стоит 329 евро. Коричневая тоже, это, наверное, натуральная кожа. 340 евро. Вот Да, такая коричневая. 200-300 евро. Женские тоже курточки стоят 200-300 евро. А сапожки сколько женские? 159 евро. 124. Ну, плохие такие. Темноватые, как для меня. Ну, они такие, мне кажется, это уже фасон такой устаревший, Да. грубый. Я таких себе уже не покупаю. Одно время искал, но тем более в Германии они никак не пригождаются. Ну, как бы такого чего-то супер-супер. Вот Ну, женская курточка курточка. такая, 229 евро. Вот такая интересная пиджачком. Смотри, видишь, такая. Смотри. 280. 279. Все, это достаточно дорогой бренд, и кофточек здесь нету. Для приверженцев такого стиля обуви, то вполне возможно приходите сюда в магазин Lloyd. А вот этот магазин, который называется VMF, это магазин завода, который находится в нашем городе, в Гайслингене. И выпускают они продукцию, связанную с посудой и с кухонными принадлежностями всякими. Я вам не буду подробно показывать, просто на витрине сейчас мы глянем. Вилки, ложки выпускают. Кстати, один человек в кофейне у нас в Гайслингене дал мне ложку, чтобы я размешал кофе, когда я у него купил. И говорил, эта ложка сделана у нас на заводе. Видите, какие-то еще плафоны. То есть люди гордятся своей посудой, вот этой металлической, которую здесь производят. И какие-то еще приборы электрические для готовки, видимо. И там целые ряды всякой кухонной утвари. Через аутлет протекает такая бурная речка. Прямо под домами, так неожиданно. Слушай, она такая прям как водопад. Ну да. С гор течет. Здесь же все-таки горная местность. Чистая. А вот здесь вывеска, на которой можно прочитать, к каким магазинам куда идти. А, вот оно все. Мы думали, здесь уже все заканчивается. Нет, смотри.
Hugo Boss, вот он. И тут же Prada, Михаил Корх. Все здесь еще продолжается. Вот как бы, не знаю, ты можешь подумать уже, пора уходить, а здесь еще столько магазинов. В Hugo Boss заходим. Hugo Boss оказалось очень дорогой бренд. Вот такая красная куртка стоит сколько? 479. 479 евро. Не, это нам не по карману. Кстати, я не помню, рассказывал или нет, с Hugo Boss все здесь началось. Здесь же, кстати, их заводы здесь располагаются. И отсюда началась история этого бренда. И из-за этого бренда здесь стали строить свои магазины и остальные бренды. Основатель, да? Да, вот этот Всей этой движухи. Hugo Boss, оказывается, самый главный тут босс. И он родом прямо отсюда, из этого города. И это было, когда они начали свои фабрики делать, это было в 1927 году аж. Представь, им уже скоро 100 лет. Этой фирме. А я, честно говоря, никогда не носил вещей этого бренда, никогда у нас их не было. Видимо, потому что они такой высокой ценовой категории. Так, Томми Хильфигер. Фух, мы так и не нашли Ладе кофточку. Я даже не знаю. Сейчас я уже выключаю камеру, и мы будем активно просто шарить по магазинам, по этим, искать где что. А потом вам покажем, что нашли в итоге. $489 910 плюс 910. 1000 евро. Вот такая. Ты знаешь, у нас клетчатые сумки обычно Нет, это... она классная, она стильная, она такая, знаешь, вот качественная. Все. Ну, это как кошелечек. 200 евро. Сначала было 900 тысяч, а теперь 200 евро. Уценили сильно, да? Ну, конечно. Не берет кошелек за 200 евро. Маленький. А вот так. Это ж как бы прикольно. Дорогая сумка. 400, 379. Клеточку как-то совсем не все. Ну, тут, мне кажется, этот клеточный материал, он все объединяет, правильно? Вот посмотри, рядом кожаная, и тут же эта клеточка, это очень просто. Ну, вот мне, допустим, совершенно не нравится золото. Ну, Золотые золотые. дело вкус, дело вкус. Как там? Я расскажу, я Ладе как-то купил в интернет-магазине с золотыми змейками сумку, рюкзачок, и она не носит из-за золотых змеек. Вот, наконец, приблизительно похожие на то, что мы ищем, кофточки для Лады. Это магазин Only. Здесь же похоже на то, что что-то есть, но теперь главное размер выбрать. Вот, по 50 евро. Это дороговато, но они теплые. Сколько такая стоит? 17. 17 евро. Но она очень тоненькая. Хотя может быть и красивая. Хочешь померяй? Кроме одежды здесь еще много магазинов с посудой. То есть тут можно приезжать на шопинг просто за любым товаром. О, Ходил по шопингу и сразу кладбище. Я почти готова. Лада выдохлась. Кстати, шопинг это тяжелое дело. Некоторые люди говорят, что это их спасает от депрессии, что это наслаждение, что это как-то их воодушевляет, а нас это убивает просто. Поэтому очень-очень... Кстати, здесь кладбище рядом Не с знаю, аутлетом. мне по кладбищу гораздо приятнее гулять, чем по шопингу. Все в жизни Проходящий. проходящее, и одежда это вообще. Это второстепенное, это уже восьмистепенное дело. Без этого можно обойтись. Фух. Главное чувствовать себя в гармонии с собой. Слушайте, ну мы уже ходим и ходим по магазинам, а тут реально их очень много. Я думал, что это будет большой городок, но он очень большой. Снова там Hugo Boss большой появляется. Смотрите, в ту сторону это все корпуса с бутиками, с магазинами всякими.
Их тут действительно собралась целая куча. Говорят, в этот город со всего мира съезжаются для шопинга, чтобы покупать одежду. Со всего мира, не только со всей Германии. Мы уже 2 часа ходим, ничего не можем найти, кроме шапки. Возможно, мы просто не знаем, в какой магазин именно нужно идти. А возможно, здесь очень специфические фасоны. Что такое аутлет? Это, в принципе, распродажа тех товаров, которые, скажем, устаревшие модели, или как это уже, прошлого сезона, например. Или же те, которые были немножко повреждены, как говорят, упаковка, возможно, была повреждена, или небольшие дефекты. Почему они дешевле продаются? Ну, я так понимаю, в основном это прошлогодние и позапрошлогодние тренды какие-то. Вот прямо напротив это Дольче Габбана. У всех на слугу, но я, например, никогда не покупал никакие вещи здесь. Вот, смотрите, здесь тоже Гуччи. Красный свитер, Миша. Я иду такая вся Дольче Габбана. Сердючка пела про Дольче Габбану. А видите, уже смотришь так, а там в Гуччи такой охранник стоит. Армани. Ну все, понеслась крутизна. Мы даже не заходим в такие. Простую кофточку там, наверное, можно купить за 1000 евро. Посмотри, эта куртка абсолютно бабушкинская. Я бы такое не одел на мою маму. Ты не понимаешь. И она стоит 1372 евро. Вот это вот. За что? А вот эти штаны сколько стоят? Посмотри. 1000 евро. Штаны вот эти вот серые. 1000 евро. Боже мой. И... Full прайс и аутлета прайс. Там, наверное, да, я понял. Тут, короче, по скидке. для клиентов, наверное, или по скидке, да, она дешевле. Так я называл скидочную, Outlet Price сейчас называл. А знаете, сколько full прайс вот этой куртки? 3700 евро. 3700 евро, боже мой. За что? Друзья, объясните мне, пожалуйста. Там какой-то особенный материал? Или просто там на всю спину написано, что это Армани? Во-первых, качество. Я думаю, что там качество швов, качество Насколько? пошива, качество ткани. То есть оно будет носиться, не стираться, не скатываться. То есть неубиваемая, да? Неубиваемая, да, это самое главное. Так, Армани, сумочка, 325 евро, полная цена, и сейчас ее можно купить по скидке за 211 евро. Уже не так-то дорого, я думал будет 1000. Ну, куртка меня это больше всего удивила. Вот эта серая куртка, блин, это что, за что? Объясните мне. Ну, Дольче Габбана все-таки надо посмотреть. Здесь вот прямо с улицы можно увидеть прикид, в который они одели манекена. Шапочка, курточка, штанишки, кроссовочки стоят рядом. Ну-ка читай, Лада, что там почем. Короче, рубашка Мгм. стоит 390, толстовка 556, Ага. брюки стоят 1470. 1470. Друзья, они с бриллиантами. Смотрите, на этих брюках там висят камни какие-то. Курточка это 805. Вот эта черная рубашка, наверное, курточка, да? 805 евро. Да, Это обувь. уже со скидкой. Да. Обувь 995. Ничего себе, почти 1000 евро стоят вот эти Дольче Габбана. Или Чехол Дольче. для телефона стоит 126. И очки 134. Вот так. А, еще чехол для телефона висит на нем вот этот. Зеленый, вот этот. Сколько он стоит? Как сколько? 126 евро. 126 Нормальная евро цена. чехольчик для Да. телефона. И очки 135, да? Да. 134. 134 евро. Все, я с ним не здороваюсь. Отхожу подальше. А представьте ходить по городу в таком прикиде, который затягивают на несколько тысяч евро, да? И у тебя еще на брюках стразы какие-то из бриллиантов. Это надо так ходить и оглядываться. Или с охраной ходить. Это просто шок. Могут же раздеть и продать. Попробуй продай, правда, потом, да?
Интересно, в секонд-хендах бывает Дольче Габбана или нет? Ну, кто-то же их, наверное, носит, а потом не выбрасывает же, наверное, в секонды сдает. Может, нам в секондах поискать? Ну, так, я так понимаю, что некоторые люди в секонды и ходят специально для того, чтобы найти там Брендовые нечто такое, вещи, да. Крокс 29 евро. 29 евро. Они утепленные, смотри. Это кроксы для бабушек. Это галоши, да. знаешь, галоши утепленные. Современные галоши это кроксы по 29 евро. Да. В общем, Лада расстроена абсолютно. Проходили целый день, ничего не нашли, ничего не купили. Нет, вообще. Здесь, кстати, нет таких магазинов, как H&M, Zara, Bershka. Или мы их не нашли. В общем, а те, которые мы нашли, в них странный выбор очень. Вау, вот это красота! Смотрите. Мы ничего не нашли, зато нашли красивое место. Но нам, кстати, и говорили раньше, почему мы сюда не приезжали, что не надейтесь там найти много красивых вещей. Это то, ради чего мы приехали. Да, зато вы можете тут найти Класс. красивые виды. Кстати, смотри, тут нету такой большой рождественской ярмарки, как в других городах. Такая просторная площадь, ну она небольшая, но на ней нету толкотни. И такая елка вот в стиле, как у нас делают, шары, да, гирлянды. Класс. В общем, очень неожиданно мы вывернули на эту улицу снова. Мы здесь были уже днем. Днем она выглядела. Спасибо, Мецинген. Побывали, посмотрели. Ну что ж, будем знать. Наше мнение: ехать сюда в аутлет за простыми вещами, за кофтами не следует. Если вам нужны какие-нибудь бренды, вот эти вот Dolce Gabbana, Prada, Armani, вот это все крутое тут есть, и возможно здесь на них большие скидки, дешевле, чем везде. Но получается не на широкого потребителя этот аутлет. Я расстроилась, я уплываю с моряку. Ух ты! Я нашла себе другого кавалера. Лучшего. Он тебе покажет магазин с кофтами, да? Да, который, Он усатый, а конечно. усы, они щекочут, да? Поэтому ты хочешь... Чус. Ну все. Чё?